Добрый день, друзья! Сегодня готовим нежный и очень ароматный грибной крем-суп. Картофель очищаем и нарезаем кубиком. Перекладываем в кастрюлю, заливаем водой. Воды должно быть столько, чтобы она покрыла картофель и была на 1-2 см выше его уровня. Ставим на плиту и отвариваем картофель до готовности. Также нам понадобится 1 большая луковица, нарезаем ее кубиками, и 600 грамм шампиньонов. Грибы нарезать можно произвольно, но 2-3 кусочка нарежьте тонко, как показываю я. Ими будем в дальнейшем украшать суп. Если вы к шампиньонам добавите еще один вид грибов, а может быть и 2, то суп заиграет новыми вкусовыми нотками и будет еще более ароматным. А чтобы грибной крем-суп был еще более нежным, мы обжарим шампиньоны с луком на смеси масел. Сковороду разогреваем с маленьким кусочком масла, возьмите грамм 10 от указанного в рецепте, и 3 столовыми ложками растительного масла. Высыпаем лук и слегка его обжариваем, буквально в течение минуты. Он станет полупрозрачным. Далее к луку добавляем грибы. Перемешиваем и всыпаем специи. Из специй на данном этапе я добавляю только соль и черный молотый перец. Их кладите по своему вкусу. Обжариваем шампиньоны до готовности. Пока у меня обжариваются грибы, я хочу рассказать разницу между крем-супом и супом-пюре. В крем-суп добавляют сливки, что делает вкус особенно нежным и сливочным. Такие супы имеют очень гладкую текстуру, без каких-либо намеков на кусочки продуктов. Что касается супа-пюре, в его состав не входят молочные продукты и сливки. Супы-пюре можно приготовить с огромным количеством различных овощей, мясных продуктов и морепродуктов, которые измельчаются после приготовления вместе с бульоном, в котором они варились. В сегодняшний крем-суп будем добавлять соус бешамель. Для его приготовления растапливаем 40 грамм сливочного масла, добавляем к нему 1/4 часть чайной ложки мускатного ореха, перемешиваем, всыпаем 2 столовые ложки муки с небольшой горкой и быстро размешиваем венчиком до однородности, чтобы не было комочков. Затем, помешивая, вливаем частями холодное молоко и варим соус до загустения. Молока нужно пол-литра, а полный список ингредиентов я напишу в конце и в описании к видео. Соус варим на умеренном огне, и он достаточно быстро достигает нужной нам консистенции. Она должна быть как у питьевого йогурта. Не переваривайте соус, не делайте его очень густым, нам это не нужно. Тем временем сварился картофель. Добавляем к нему грибы и при этом жидкость от картофеля не сливаем. Ну и теперь пюрируем все при помощи блендера. Я использую погружной, можно и обычный вертикальный. Максимально измельчаем ингредиенты до состояния жидкости. Далее в пюре добавляем соус бешамель и хорошо перемешиваем венчиком. На данном этапе пробуем по вкусу и, если нужно, подсаливаем или добавляем молотый перец. Вливаем 200 мл жирных сливок, берите не менее 30%, так получается более нежный сливочный вкус. Возвращаем кастрюлю на плиту и, помешивая, провариваем суп еще 2-3 минуты. Грибной крем-суп готов. Подаем его со свежим хлебом или сухариками. Он получается безумно вкусным, очень ароматным, нежным и густым. Такой суп никого не оставит равнодушным. Я уверена, что вы оцените нежный вкус и кремовую текстуру грибного супа, и он станет постоянным фаворитом в копилке самых вкусных рецептов у вас дома. Подаем суп на стол сразу, еще горячим. Украшаем сверху обжаренными грибами, которые мы оставляли, и листочком свежей петрушки. Текстовый вариант рецепта вы можете почитать на моем канале Яндекс.Дзен. Делитесь рецептом с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С любовью, Евгения
и кулинарный канал «Это просто».